Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Смотри и знай». И сегодня мы поговорим о некоторых правилах для продления жизни, которые реально работают. Продолжительность жизни можно увеличить с помощью простых шагов и изменений. Это руководство поможет вам найти способы увеличить продолжительность жизни, улучшить свое здоровье и почувствовать себя лучше с возрастом. Первое правило. Начнем с самого простого. Увеличьте продолжительность жизни с помощью солнечного света. Срок жизни, а главное ее качество, можно увеличить просто выйдя на улицу. Когда вы выходите на улицу, ваша кожа подвергается воздействию солнечных лучей. Это воздействие заставляет клетки вашей кожи производить витамин D. Этот витамин необходим для здоровья костей и, как выясняется, важен при депрессии, сердечных заболеваниях, диабете и почти во всем. Поддержание уровня витамина D должно быть самым простым и дешевым способом улучшить ваше здоровье. По некоторым оценкам, у 50% взрослых низкий уровень витамина D, потому что мы просто не выходим так много на улицу. В большинстве случаев выходить на улицу всего на 15 минут в день и подвергать руки и лицо солнечному свету достаточно для поддержания уровня витамина D. Однако следует помнить, что очень продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения увеличивает риск рака кожи. Прием добавок витамина D и употребление в пищу продуктов, богатых этим витамином, также являются эффективными способами увеличения количества получаемого вами этого витамина. Пожилым людям необходимо уделять особое внимание уровню витамина D. Если вы ухаживаете за человеком преклонного возраста, обязательно помогайте ему хотя бы на немного выходить на улицу каждый день. Это не только улучшит уровень витамина D, но также может улучшить сон, так как солнечный свет также регулирует другой гормон в организме, называемый мелатонином, от которого в свою очередь зависит хороший сон. Правило номер 2. Тусоваться с друзьями. Продолжительность жизни можно увеличить, просто проводя время с друзьями и семьей. Хорошие отношения с супругом, друзьями и семьей – лучший способ наладить и продлить нашу жизнь. Люди в позитивных отношениях с меньшей вероятностью будут вести себя рискованно и с большей вероятностью позаботятся о себе. Иногда присутствие людей рядом с вами снижает воздействие стресса на ваше здоровье. Люди, которые состоят в близких отношениях, имеют лучшее здоровье и лучшую продолжительность жизни. Один из способов улучшить отношения с людьми – это научиться рассказывать хорошие истории. Уделяйте больше времени друзьям и семье. Делайте что-то вместе и прилагайте реальные усилия, чтобы улучшить ваше общение с ними. Правило номер 3. Делайте ежедневные упражнения. Увеличьте продолжительность жизни с помощью ежедневных упражнений. Исследование показало, что у людей, которые энергично тренируются около 3 часов в неделю, ДНК и клетки были на 9 лет моложе, чем у тех, кто не занимается спортом. 3 часа в неделю – это чуть больше 30 минут в день. Для максимальной продолжительности жизни важно, чтобы вы тренировались год за годом. Регулярность тренировок – хороший залог крепкого здоровья. Ежедневные упражнения улучшат ваш сон и ваш уровень энергии. Помните, что ежедневные упражнения не должны означать ежедневное посещение тренажерного зала. Домашние упражнения, такие как йога, растяжка, свободные веса и многое другое, могут быть невероятно эффективными. 4 пункт. Тот факт, что ежедневное использование зубной нити может влиять на продолжительность жизни, относится к категории странных, но правдивых. Использование зубной нити делает 2 вещи. Это предотвращение заболеваний десен и предотвращает болезни сердца. Совместное предотвращение и того, и другого – это то, что добавляет годы к вашей жизни. Когда вы пользуетесь зубной нитью, вы предотвращаете воспаление десен. Когда у вас воспалены десна, это означает, что у вас во рту хроническая бактериальная инфекция. Это вредит вашим артериям по 2 причинам. Во-первых, бактерии попадают в ваши артерии и развешиваются, образуя бляшки. Кроме того, ваше тело вырабатывает иммунный ответ на бактерии во рту, вызывая воспаление, которое в свою очередь может привести к сужению ваших артерий, а это затрудняет работу сердца и может привести к сердечным заболеваниям. Правило номер 5. Будьте хотя бы немного ближе к вегетарианству.
Ожидаемая продолжительность жизни может быть связана с тремя факторами, которыми вегетарианцы отличаются: меньшим количеством вредных жиров, большим количеством антиоксидантов и меньшим весом. Однако прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как вегетарианство может увеличить продолжительность жизни, мы должны определить, что мы подразумеваем под вегетарианцем. Есть некоторые вегетарианцы, которые относятся к вегетарианцам нездоровой пищи. Эти вегетарианцы целый день едят сырную пиццу и мороженое. Это плохо для здоровья. Мы имеем в виду человека, который ест много овощей, приготовленных с использованием полезных жиров, например, оливкового масла, но ограничивает потребление продуктов животного происхождения, таких как сыр и сливки. Основной причиной смерти и сокращения продолжительности жизни номер один в мире являются болезни сердца. По мере того, как ваше сердце стареет, в ваших артериях может накапливаться мусор, а сами артерии могут стать тверже. Это приводит к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце. Вегетарианцы обычно имеют хорошие артерии, потому что употребление здоровых овощей очень полезно для здоровья. Люди, которые едят много овощей, также потребляют много антиоксидантов. Антиоксиданты помогают вашему телу восстанавливать часть повреждений, вызываемых старением. Чем больше растений вы едите, тем больше материалов у вашего тела для ремонта. Здоровая вегетарианская диета – это залог качественной и продолжительной жизни. Пункт номер 6. Снизьте уровень стресса. Стресс может снизить продолжительность жизни по двум основным причинам. Первый способ – это прямые, нездоровые последствия стресса для вашего тела в долгосрочной перспективе. Второй способ, которым стресс может сократить продолжительность вашей жизни – это негативное поведение, которое вызывает стресс. Эти формы поведения включают нездоровое питание и курение. Научитесь расслабляться с помощью методов снятия стресса или медитации, чтобы продолжительность жизни оставалась такой, какой она должна быть. Стресс связан с десятками заболеваний, включая болезни сердца и рак. Стресс также связан с чувством раздражительности и плохим сном. Сосредоточившись на стрессе, вы можете улучшить качество своей жизни прямо сейчас, одновременно улучшив свое здоровье и продолжительность жизни в долгосрочной перспективе. Вы можете снять стресс с помощью разных методик. Одной из них – это техника дыхания, которая поможет научить ваше тело не реагировать на стрессовые события в вашей жизни. Есть также техника длительного расслабления – медитация. Научившись медитировать, вы не только успокаиваете свое тело, но и начинаете тренировать свой ум. Правило номер 7. Пройдите медицинские обследования и анализы. Увеличение продолжительности жизни с помощью медицинских тестов и обследований – безусловно, один из самых эффективных способов продлить жизнь огромному количеству людей. Медицинские анализы и обследования могут помочь вылечить заболевания на ранней стадии, когда они хорошо поддаются лечению, и продлить продолжительность жизни даже в случае болезни или заболевания. Конечно, проблема состоит в том, чтобы выяснить, какие тесты и когда сдавать. В этом вам поможет доктор, для которого это является профессиональной деятельностью. Правило номер 8. Выключи телевизор. Никто не проводил исследования, сравнивающие ожидаемую продолжительность жизни телезрителей и тех, кто вовсе не смотрит телевизор. Вероятно, потому что в современном мире просто очень сложно найти тех, кто входит во вторую группу. Но сокращение просмотра телевизора однозначно улучшит здоровье большинства людей и, следовательно, увеличит их продолжительность жизни. Вот несколько причин. Просмотр телевизора делает вас неактивным. Вы просто сидите и сжигаете как можно меньше калорий, что может привести к проблемам с весом. Телевизор заставляет есть больше нездоровой пищи. Люди, которые смотрят телевизор, едят больше, чем те, кто этого не делает. Телевидение делает вас антиобщественным. Вы дома, в зоне комфорта, а не разговариваете с реальными людьми лицом к лицу. Телевидение – это стресс. Новости и многие шоу наполнены стрессовыми историями. Избегайте этого, и вы можете почувствовать, что все не так уж плохо. Телевизор мешает вам заниматься другими делами. В среднем человек ежедневно смотрит телевизор около 4 часов. Это 19 часов в неделю или более 1000 часов в год.
Если бы это время было потрачено на упражнения, волонтерство, общение с нашими семьями или друзьями, подумайте, как бы это изменило вашу жизнь. Перестав смотреть телевизор, вы получите большое количество свободного времени. В зависимости от того, что вы делаете с этим временем, вы можете снизить риски для здоровья и увеличить продолжительность жизни. А на этом наш ролик заканчивается. Мы всем вам желаем хорошего здоровья и до новых встреч!